Джим Рон, американский оратор, бизнес-тренер, мормонский проповедник, автор многочисленных книг по психологии, посвященных личностному развитию и достижению успеха в бизнесе и в жизни. Сколько дурака не мотивируй, максимум, чего вы добьетесь, это мотивированный дурак. Дисциплина – это мост между целями и достижениями. Мрачное лицо – это не результат какого-либо несчастья, но результат мрачных мыслей. Один из способов, чтобы научиться делать что-то правильно, это сделать сначала неправильно. Формальное образование поможет вам выжить. Самообразование приведет вас к успеху. Если вы возьмете все деньги мира и разделите их поровну между всеми, то вскоре они опять окажутся в тех же самых карманах, в которых были до этого. Время дороже денег. Деньги можно найти, их можно вернуть, время безвозвратно. Нерешительность – вор возможностей. Мы все должны страдать от двух видов боли – боли дисциплины или боли сожаления. Разница в том, что дисциплина весит унции, в то время как сожаление весит тонны. У всех есть два варианта – мы можем просто жить или же создавать собственную жизнь и судьбу. Время – наша главная ценность. Однако мы склонны тратить его зря, убивать и проводить попусту вместо того, чтобы использовать в своих целях. Неудача – это не единичное внезапное событие. Ваш провал не возникает внезапно. Напротив, неудача появляется, когда вы совершаете одни и те же ошибки изо дня в день. Единственная возможность перевернуть свою жизнь однажды – это изменить свои взгляды. Либо вы управляете вашим днем, либо день управляет вами. Собираясь чего-то добиться, мы должны рисковать настолько, насколько мы претендуем. Пусть другие живут обычной жизнью, только не вы, пусть другие спорят по мелочам, только не вы, пусть другие плачут над мелкими бедами, только не вы, пусть другие отдают свое будущее в чужие руки, только не вы. Счастье – это не то, что вы откладываете на будущее, а то, что вы создаете сейчас. Ответная реакция человека наиболее полно отражает его взгляды. Вы должны уже сегодня относиться к себе как к человеку, добившемуся успеха. Нет большой разницы между человеком, который не умеет читать, и тем, который не хочет читать. В обоих случаях результат один – отсутствие знаний.
Если вы сегодня знаете то, о чем завтра узнают все, у вас есть в жизни шанс преуспеть, если вы его возьмете. Если вы хотите исправить свои ошибки, надо начать с исправления своих взглядов. Большинство людей переоценивают то, что могут сделать за год, и недооценивают то, что могут сделать за 10 лет. Успех – это не более, чем несколько простых правил, соблюдаемых ежедневно, а неудача – это просто несколько ошибок, повторяемых ежедневно. Вместе они составляют то, что приводит нас либо к удаче, либо к поражению. Если вы не готовы рискнуть обычным, вам придется довольствоваться заурядным. Философия богатого отличается от философии бедного следующим. Богатый инвестирует свои деньги и расходует то, что осталось. Бедный же расходует свои деньги и инвестирует то, что осталось. Счастье – не случай, и не что-то желаемое. Счастье – это то, что вы создаете своими руками. Непрочитанная книга не сможет вам помочь. Нерешительность – вот что лишает нас шансов. Проблема не в том, что вещи стоят слишком дорого, проблема в том, что ты не можешь позволить себе их купить. Опытность – это понимание разницы между безделушками и драгоценностями. Почти каждая история успеха, которая мне известна, начиналась с того, что человек лежал навзничь, поверженный неудачами. Одна ошибка – это не катастрофа. Никто не идеален. Катастрофа – это когда ваши ошибки повторяются постоянно. Человек – неизвестная переменная. Есть два взгляда на будущее. Один – с опаской, другой – с предвкушением. Пока вы продолжаете делать то, что вы делали, вы продолжаете получать, что получали. Успех – это не столько то, что мы имеем, сколько то, кем мы становимся в результате. Если вы недовольны тем местом, которое занимаете, смените его. Вы же не дерево. Мы изменяем себя в основном по одной из двух причин – в порыве вдохновения или отчаяния. Стены, которые мы воздвигаем вокруг себя, чтобы оградить себя от печали, не пропускают и радость тоже. Принятие окончательного решения иногда может выглядеть, как гражданская война внутри себя. Одним из разочарований жизни является то, что тех, кто начинает менять свою жизнь к лучшему, часто покидают друзья. Наши философские взгляды
Это парус, который определяет направление нашего жизненного пути. Для того, чтобы изменить это направление, мы должны изменить философию, а не сложившиеся обстоятельства. Тем немногим, кто делает, завидует большинство, которое просто наблюдает. Помните, то, что вы собой представляете, определяется тем, что вы читаете. Первое, что я делаю, когда прихожу к кому-либо, я начинаю просматривать библиотеку. Я узнаю гораздо больше, просматривая книги и собрания кассет, чем из пустого разговора. Джим Рон. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.